самых удаленных уголках России, вдали от шумных городов, скрыты истории, которые долго оставались нерассказанными, забытыми временем. Однако, существуют такие истории, которые невозможно оставить в тени, потому что они найдут путь к тем, кто готов их услышать. Это не просто история о богатстве, а рассказ о том, как один момент может изменить всю жизнь. История о девушке по имени Ирина. Ирина родилась в детском доме, где каждый ее день был полон одиночества. Она не знала своих настоящих родителей, не понимала, почему ее оставили. Это оставляло глубокую рану в ее душе, но, несмотря на все, Ирина не переставала мечтать. Мечтала о семье, о доме, полном любви и заботы. Она верила, что когда-нибудь ее жизнь изменится. И вот, когда Ирине исполнилось 25 лет, она получила письмо. Это было письмо, которое навсегда изменило ее судьбу. Письмо, в котором говорилось, что она — наследница огромного состояния и древнего особняка, затменного временем и забытым большинством людей. Ирина не могла поверить своим глазам. Как она могла быть частью этого мира, о котором не знала ничего? Письмо обещало не только богатство, но и тайны, которые она должна была раскрыть. Ирина, потрясенная и ошеломленная этим письмом, не могла сразу поверить в его содержание. Она стояла в своей маленькой комнате, пытаясь понять, что происходит. В ее жизни никогда не было ничего подобного. Она всегда считала себя чужой в этом мире, и вдруг вот такое откровение. Она была наследницей не просто состояния, а чего-то гораздо более важного, древнего особняка, полотно туманных воспоминаний, забытое и покинутое. Долгие недели Ирина раздумывала. Она не могла просто так игнорировать то, что было ей предложено. Этот особняк, стоявший в удаленной деревне, стал ее целью. В глубине души Ирина чувствовала, что ее жизнь будет связана с этим местом, и ей предстоит разгадать все его тайны. Хотя ее разум пытался сопротивляться, желание узнать правду было слишком сильным. Когда она, наконец, приехала в это заброшенное место, ее ожидал мрак и пустота. Туман скрывал особняк от глаз, и она чувствовала, как ее сердце сжимается от страха. Это был не просто дом, это было место, полное истории и скрытых секретов. Вокруг было тихо, словно весь мир забыл о том, что здесь когда-то жили люди. Особняк выглядел заброшенным. Пыль, паутина, потрескавшиеся стены — все это создавало атмосферу, которая только усиливала чувство беспокойства. Но самое страшное было не в этом. Самое страшное было то, что каждое пространство в этом доме скрывало не только предметы, оставленные временем, но и темные воспоминания, которые ее семья пыталась скрыть. Когда Ирина вошла в дом, ей сразу стало понятно, что это место не просто заброшено, оно было забыто. Каждая комната, каждый угол дома был пропитан тем, что когда-то произошло здесь. Мрачная тишина стояла в воздухе, а свет, пробиваясь через грязные окна, казался тусклым и безжизненным. Каждый шаг по старым деревянным полам эхом раздавался в пустых коридорах, и Ирина чувствовала, как ее сердце сжимается от ощущения неизведанности. Она начала исследовать дом. В одной из комнат она нашла старые документы, пожелтевшие от времени. С каждым новым листом, который она открывала, ее мир рушился. Эти бумаги рассказывали истории, которые ее семья пыталась скрыть. Все, что Ирина считала своей гордостью, оказалось ложью. Дед, Михаил Сергеевич, был не только известным предпринимателем, но и человеком, чьи сделки разрушили жизни многих. Его стремление к богатству и власти привело к падению целых людей. Особняк оказался не просто домом. Это было место, где прятались темные тайны, которые могли бы разрушить всю ее жизнь. Ирина понимала, что она уже не сможет быть той, кто была раньше. Каждое новое открытие в этом доме указывало на то, что ее жизнь и ее род были связаны с жестокими поступками. Семья, о которой она мечтала, не была той, какой она ее себе представляла. Ирина пыталась оправдать свои переживания, искала объяснения, но чем больше она узнавала, тем меньше оставалось у нее надежды на благополучие. Это было не просто наследие, это было проклятие, которое преследовало ее род из поколения в поколение. Ирина стояла перед трудным выбором.
Все, что она знала о своей семье, оказалось ложью. Каждая страница, каждый документ в этом доме разрушали ее представление о родных, о ее наследии. Она поняла, что ее семья была связана с мракобесием и предательством, с темными делами, которые оставили за собой разрушенные жизни. Она ощутила на себе тяжесть проклятия, которое она унаследовала, и не могла понять, как она может это исправить. В этой тишине, среди запыленных книг и старых фотографий, Ирина встретила женщину, служившую в ее семье многие годы. Она была старой, но глаза ее светились мудростью и горечью. Женщина рассказала ей правду, о которой Ирина даже не могла мечтать. Ее род, когда-то полный надежд и мечт, был разрушен жаждой власти и богатства. Эти самые мечты, которые когда-то казались невинными, привели к падению ее предков. «Ты единственная, кто может изменить это», — сказала женщина, глядя на Ирину. Эти слова повергли ее в шок, но в них звучала истина. Ирина поняла, что она должна сделать выбор. Она могла бы продолжить следовать пути, который выбрали ее предки, или же она могла бы остановить этот круг. Изменить свою судьбу и судьбу всей своей семьи. Это было трудное решение, но Ирина знала, что ее единственный путь — это очистить свой род от этого проклятия. Вместо того, чтобы использовать наследство для личного обогащения, Ирина начала восстанавливать не только особняк, но и деревню, которая была забыта временем. Она начала помогать местным жителям, поддерживать их, давать им шанс на новую жизнь. Она вложила всю душу в этот процесс, и каждый день ее усилия становились все более заметными. Особняк, который когда-то был символом страха и разрушения, стал местом, где люди находили поддержку, мир и надежду. Ирина поняла, что ее истинное наследие — это не деньги и власть, а способность изменить свою судьбу и судьбу тех, кто был рядом с ней. Она стала живым примером того, как один человек может изменить свою жизнь и жизнь других, если решит действовать из любви и сострадания. В конце концов, особняк стал не просто местом ее победы над прошлым, но и символом того, что каждый из нас может изменить свою судьбу, если решит идти по пути любви и восстановления.